Здравствуйте, представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп. Плутон в Водолее с 23 марта и на 20 лет. 2023 и аж 43 год. Ну, что можно сказать? Для вас, для вашего знака, это благоприятнейший аспект. Вы, как раз, скорпионы, рука об руку будете идти в этом гармоничном аспекте. Один из ваших управителей, Плутон. И как раз для вас Плутон верный помощник развить все то, что появилось, может быть, в вашей жизни в течение последних лет. Может быть, то, к чему вы шли долгое время, что вы хотели реализовать. И здесь как раз воплощение своей мечты или какой-то своей цели. И воплотить в реальность что-либо будет в течение 20 лет более чем правдоподобно, более чем актуально именно для вас. А вы-то как раз маги и волшебники. Для вас ничего нет невозможного. То, что долго ждало своего часа, мои дорогие скорпионы, как будто время приготовить, время реализовать. Так вот, осуществятся, как и наши мечты, причем те, которые где-то потаенные. Все же это у нас Плутон. Это где-то, может быть, даже с глубин подсознания. Тут возможно даже то, что, знаете, как мы боялись об этом думать, а получится это или нет. А вот здесь это реализуется. И вы можете начать заниматься в этот период, знаете, вот чем угодно. Если вы когда-то раздумали, я хочу попробовать написать картину, и Скорпион напишет эту картину и продаст еще дороже всех. Если вы хотели написать книгу, пишите. Ваше творчество, может быть, вы этим не занимались до этого времени, или вы считали, что нужно какое-то образование, или там еще чему-то научиться. Где-то элемент спонтанности, он тоже будет работать на вас. Вы можете за этот период признаться кому-то в любви, построить новые отношения, более искренние, более надежные, когда вы, мои дорогие, будете счастливы. Вы можете также и закрыть кого-то или что-то, простившись навсегда. И это как отношения, так и смена, может быть, вида деятельности, вашей работы. Но все вы это сделаете уже совершенно на другом уровне ясности. Вы сможете выйти из каких-то сложных туманов, неопределенности, именно когда было что-то неясно, когда было много сомнений, когда вот это самокопание где-то нам мешало. Плутон будет сопровождать вас в течение 20 лет в ваших возвышенных вдохновениях, мои дорогие, и путешествии чувств. Что может быть лучше? Прекрасное время. Вот давайте посмотрим, что нам хотят сказать карты Таро для вашего знака. И первую карту мы достанем, как влияет это астрологическое событие на ваш знак зодиака. А после этого мы... Событий, конечно, может быть много, но мы возьмем два основных. Период, наверное, 23-й год, может быть, начало 24-го, потому что в этот период еще как бы в течение года Плутон будет выходить из знака Козерога и переходить в Водолей. Потом он будет в ретроградном движении, потом опять на прямое движение поменяется. Где-то он будет топтаться на месте, потому что и планета медленная. Ну, может быть, и мы будем так это готовиться к какому-то реваншу. Кто знает, вполне вероятно и так. Поэтому мы задумываем два каких-то основных события, может быть, до конца вот именно этого года или начала 24-го. Итак, как влияет на моих дорогих скорпионов и скорпионш Плутон? И первая карта это у нас будет как первое событие к переменам. И второе событие тоже, которое ведет к переменам. И мы немножко раскроем, пусть нам карты пояснят. Вот, например, первое событие. Каковы перспективы у того, что меняется? Каковы неожиданности? И в чем мне повезет? Вот в чем мое преимущество? И второе событие, те же карты. Каковы перспективы? Как будет развиваться, да, тот или иной вопрос. Каковы неожиданности? Понятно, что не без них где-то, но и в чем мне повезет. И давайте достанем еще одну карту. Это будет, ну, или как совет от карт, или, может быть, подсказка. А что дальше? Дальше-то вот что? 20 лет все-таки.
И давайте так, первая наша карта, как влияет на нас. Посмотрите, принцесса кубков, вдохновение, карта музы, карта приятных эмоций. Вот все то, что я вам говорила, именно как и взлет чувственности, может быть, новые грани чувственности, так и творчество, даже то, которым вы не занимались. И знаете, когда прекрасное настроение, это благоприятный в целом период, и я должна о чем сказать? Следуйте за своей мечтой. Ведь что такое вдохновение? Это когда мы занимаемся тем, что нам нравится очень, потому что мы готовы где-то переделать что-либо, правда? Когда нам не нравится, когда мы занимаемся как рутиной из позиции «надо», да, или «нужно», «я должен», ну, тогда нет у нас какого-то интереса. А вот когда у нас есть интерес, мы словно горим каким-то делом. Но здесь не та карта, когда есть какой-то азарт. А здесь, знаете, карта неги, расслабленности и в то же время вдохновения, приятных чувств, самореализации. Почему самореализации дважды? Посмотрите, хоть нам и говорят вроде бы чувства, да, но в то же время у нас стоит кубок, из него выглядывает рыбья голова, а именно рыба у нас символ благополучия, денежного достатка в том числе. И нет ничего невозможного. То есть мы свою какую-то сказку можем сделать не просто былью, а что она нам еще какой-то доход будет приносить. Поэтому все зарождается в наших мыслях. Не отвергайте свои планы, не отвергайте свои проекты. Даже если поначалу нам будет казаться, что это из области иррационального, вот как раз по Плутону, это нам туда, вот в том направлении и в ту сторону. Нет ничего невозможного. Сам по себе благоприятный период, когда мы довольны собой, ведь это очень важно, самодостаточность, самодоверие, самоуважение. Вот это основные принципы на 20 лет. И для вас вот такой благоприятный период. А это правда, и по астрологическим всем как бы предположениям, понятно, что не обойдется без каких-то шероховатостей, так не бывает. Но так или иначе для вас все равно все в плюс. Давайте посмотрим первое событие, которое ведет к переменам. Семерка мечей. Придется быть хитрым, придется быть изворотливым, придется забрать то, что по праву принадлежит вам. Люди будут вести себя по-разному, будут где-то хитрить, будут изворачиваться. И поэтому мы смотрим на мир очень рационально. Соединение, наверное, вот каких-то наших приятных эмоций, мечты, но реальные. Есть взгляд на вещи, на то, что происходит вокруг нас, или назовите это обстоятельствами вокруг нас. Люди тоже будут разные, поэтому чудес от людей мы, увы, не ждем и готовы к любому повороту событий. Мы должны себя страховать по этой карте. Вы можете реализоваться в каком-то проекте, но тогда надо принять во внимание и еще и тот факт, мы о своих планах никому ничего не говорим. Все же недаром говорят, это карта вора. И есть люди, которые за нами словно наблюдать могут и думать, что же это ему так хорошо. Дай-ка вот я как-то воспользуюсь, если он сейчас, ну, условно, более удачлив, да, или как на гребне какого-то успеха. Дай-ка я вот где-то присоседюсь и воспользуюсь каким-то удобным моментом. Вот нет, надо быть настороже. Я думаю, у вас это получится прекрасно. То есть, когда мы не благодушествуем, ведь правда, особенно вы люди очень интуитивны, и ваша интуиция, нам первая карта об этом сказала, она у вас будет работать великолепно, она всегда у вас работает хорошо. Но в последующие 20 лет это тоже где-то, спасибо Плутону, он будет вам давать вовремя новые, нужные подсказки. Поэтому будьте внимательны ко всему, что происходит в этот период. Вы можете менять, кстати, окружение свое, и, скорее всего, вы пересмотрите круг друзей, близких даже. У вас откроются какие-то тайны, которые вы до сих пор могли не знать, и вы вынужденно пересмотрите, опять же, свое окружение и отношение к людям. Вы за этот период вообще где-то, может быть, увидите как и людей, так и события совсем с другой стороны. И правда, говорят, нет чего-то однозначно плохого или однозначно хорошего. Есть то, как мы это воспринимаем. Вот изменения в нашем восприятии мира, в принципе, для вас будут важны. Давайте мы посмотрим, каковы перспективы. Шикарно, наверное. Карта говорит, когда мы не ждем чудес, у нас все под контролем, мы в чем-то выходим победителями, и как будто праздник нам уже обеспечен. Это праздник после победы. Это, безусловно, еще и наш контроль над ситуацией, но это тогда, когда мы остаемся
довольны. И когда есть, опять же, какой-то наш круг людей, которые к нам относятся по-доброму, ну, не говорит эта карта об искренности, но то, что мы можем на каком-то равноправии или на взаимопонимании построить отношения. Чаще эта карта, кстати, больше про работу, дела, работу, бизнес говорит. Но, значит, вы останетесь довольны. Посмотрите, карта насколько светлая, яркая, солнечная. Действительно, праздник. Вот праздник вам обеспечен. И с одной стороны мы держим руку на пульсе, подмечаем, что меняется вокруг нас, но мы не идем как будто против течения, не движемся против каких-то перемен, а мы их воспринимаем и находим новые грани сотрудничества, новые возможности в изменившихся обстоятельствах. И для нас тогда абсолютно точно все складывается с плюс. Перспективы шикарные. То есть вы увидите плоды труда своего достаточно быстро. И это не будет конец года. Вы что-то сделали, и как будто я вижу результат. Это очень хорошая мотивация для того, чтобы шаг за шагом идти вперед. Давайте посмотрим неожиданности. В неожиданностях как раз карта скорости, информации. Вам придется, может быть, совершить много поездок или отправиться туда, куда вы не собирались. Может быть, будут такие предложения. Для кого-то, правда, из вас будет означать «я поменяю работу». Будет приходить разная информация. Как это может касаться где-то дела, работа, бизнес, так это может быть и какие-то предложения или какие-то новости отчасти и по вашей семье. Почему нет? Вот некогда будет скучать, в принципе. Это карта активных действий. Как в отношении нас самих, допустим, кто-то к нам может приехать или кого-то мы можем встретить, так и мы за своим интересом куда-то можем отправиться. Причем сделать это как будто, ну, так вот спонтанно. И еще эта карта о чем говорит? В неожиданностях. Если что-то приходит на наш порог, мы как будто должны будем проучаствовать в этом, проиграть, не отказываться, принимать, видеть уже, наверное, в процессе нашего опыта, стоит игра свеч или нет. Мы нарабатываем новый опыт, и поэтому для нас будет важно попробовать себя в самых разных направлениях. Поэтому в неожиданностях пользуйтесь всем тем, что приходит как ваше информационное пространство, так и даже если вы чего-то не ожидали, как будто все равно нужно себя в чем-то попробовать. Не отказываться только лишь из-за того, что, допустим, я думаю иначе, или как-то это не вяжется, допустим, с моими какими-то шаблонами, постулатами или еще с чем-то. По-другому немножко перестроить свое мышление. Нам об этом уже сказали карты. Чем-то вдохновиться. И мы всегда по этой карте, знаете, открыты миру. И с другой стороны, мы готовы узнавать что-то новое. Нам этот интерес, он словно не прекращается. У нас начинается с карты Муза, и дальше как будто развиваются наши интересы. Вы можете в себе открыть такие удивительные таланты, и поэтому не ставьте каких-то ограничений. И жизнь для вас, она будет интересна не так, как прежде, а как будто вообще заиграет новыми красками. И это само по себе здорово. Давайте, в чем мне повезет. Карта лишь подтверждает, что много людей, информационный хаос. Один говорит одно, другой говорит другое. Мне повезет, видимо, с тем, что вы научитесь работать с информацией. Вообще достаточно, хоть и жезлы, но карта сама по себе холодная. В каком плане? Потому что значение у нее одно. Мы сторонним наблюдателем, мы во что-то не ввязываемся. Нам, если мы говорим повезет, то мы вовремя уйдем от каких-то конфликтов. Почему? Потому что мы умеем работать с информацией, мы умеем работать с людьми, мы видим людей по-другому, с другого ракурса, может быть, поэтому у нас с семерки как раз начинается наш расклад. И стало быть, для нас не будет каких-то, знаете, подводных рифов, камней, вот всего того, когда как неожиданность сваливается на голову. Мы просчитывали что-то одно, может быть, а люди себя начинают вести по-другому. Мы как будто можем предвидеть, если мы будем гибки, и если мы не будем от людей ожидать более того,
на что они, точнее, способны. Видимо, для вас вот такая переоценка ценностей в вашем окружении, в любом, мои дорогие скорпионы, как и в ближнем, так, я имею в виду друзей, может быть, компаньонов, так и чуть-чуть подальше. Мы уже сказали, что новые люди будут приходить в вашу жизнь. Вы профильтруете словно окружение, от кого-то вы действительно откажетесь, словно закроете какую-то, может быть, даже историю взаимодействия, историю партнерских отношений, историю отношений личных. Я уже повторяюсь, это все то, что я сказала еще до расклада. Потому что по этой карте мы не ввязываемся во что-то. Вот когда мы в чем-то уверены, когда у нас есть в чем-то интерес, вот тогда мы действуем. А вообще это когда мы учимся работать как и с большим объемом, я уже сказала, информации, так и может быть с большим количеством людей. В каком плане? Что я хочу сказать? Что кто-то из вас может получить руководящие должности, сделать карьеру, и если до этого вы, допустим, взаимодействовали, ваш коллектив был 10 человек, а теперь он может стать 1000, и вам придется вот с такой массой людей взаимодействовать, и это от вас потребует других методов работы. Где-то придется себя сдержать немножко. Безусловно, вот позиция стороннего наблюдателя. Это будет необходимо именно для того, чтобы мы собой не рисковали, мои дорогие. Давайте откроем второе событие. Карта харизматичного лидера, когда мы честны сами с собой, когда мы продумываем, что реально есть по факту, чего я хочу достичь, каковы мои перспективы и что я от души, да, вот хотел бы совершить, сделать. Вы будете не один раз до конца года переоценивать какую-то, видимо, реальность, реальность, может быть, предложений, реальность, как люди себя, опять же, ведут, насколько я могу доверять тому или иному человеку, и насколько это все соответствует моим планам и тому, что я хочу совершить. Вы сами будете меняться, вокруг вас будет меняться какая-то обстановка, но она вторично будет оказывать влияние на вас. Поэтому непредвзятый, с одной стороны, взгляд на вещи, на события, а с другой стороны и еще и неторопливость нам будет помогать. Я могу сказать, что вы сами, мои дорогие скорпионы, задумайте, наверное, или поставите себе как какую-то цель, быть может, совершенно новую. Я хочу осуществить какой-то проект, и вы просто будете к нему идти. У кого-то этот проект будет связан с перемещением, с переездом, со сменой места жительства, со сменой работы, сферы деятельности, может быть, на 180 градусов. Кто-то из вас сделает карьеру и уже в 23 году увидит предпосылки к развитию в последующие 20 лет, и вы останетесь довольны. Но руку на пульсе, обе карты, одна напротив другой, нам как будто говорят: держать необходимо. Давайте посмотрим, к чему перемены в вас самих приведут. Вы сами изменитесь. Посмотрите, ваша карта король кубков. И по королю кубков это единственный у нас персонаж во всех картах Таро, который умеет уравновешивать невозможное: эмоции и конкретику. Благополучие, вопросы денег, вопросы бизнеса. И нам карта говорит, что у вас будет просто великолепное чутье, куда нужно идти, а куда не нужно. И, наверное, поэтому вы и сможете от чего-то очень рационально, хладнокровно отказаться и будете уделять время и внимание только тому, и неважно, что это, отношения или работа, только тому, что действительно имеет смысл. Давайте посмотрим неожиданности. Самое главное, не растеряться, будет много возможностей, об этом нам говорит карта. И не одеть где-то розовые очки. И еще раз нам говорит не про благодушество. Если нам приходит какая-то новость или предложение, по этой карте как раз одна напротив другой, посмотрите, в неожиданностях у нас выпадают карты, как будто кто-то мчится нам что-то сказать. А карта нам говорит, мы должны рационально обдумать. К чему приведет или в чем мне повезет. Весь мир у ваших ног. Шикарно, посмотрите, весь расклад практически заканчивается 21-м старшим арканом «Мир». Нет ничего невозможного по аркану «Мир». И подтверждает этот аркан как раз все то, что я говорила, и отчасти, как и в переменах по вашей работе, в переменах, которые произойдут,
в плане переезда. Это наша популярность, лавровый венок, вы видите, да, возросшее наше, может быть, влияние в обществе, получение новой должности, когда мы в себе уверены, когда мы получаем какую-то награду, когда мы получаем какие-то почести. И неважно, чем вы занимались до этого периода, неважно, сколько вам лет, вы словно можете вот с чистого листа перевернуть страницу собственной судьбы и быть как и режиссером своей жизни, так и отважиться на какой-то очень важный поступок и достигнуть цели. По этой карте мы как будто всегда находим то место, где нам хорошо, там, где нам счастливо, приятно, благополучно, там, где изобилие, процветание, там, где нам, знаете, благоприятные, может быть, наиболее условия для развития нашей личности. Все же мир вот именно. И почему я говорю, что многие, даже невзирая на возраст, могут совершить, знаете, как квантовый скачок, переехав в другую страну, выучить другой язык, начать какой-то новый вид деятельности, вообще начать свою жизнь, я повторяюсь, с чистого листа. По этой карте мы находим то, что мы искали. Центр интересов в нас самих. У нас что-то получается. Мы словно уже можем подвести итог. Это путь, в принципе, самовыражения. Это тогда, когда мы... Последний все-таки старший аркан, 21-й, это пора зрелости. Когда мы достигаем того, то, что называем результатом. Ну, давайте откроем последнюю карту. Это у нас как совет от карт или что дальше? Вот что нам скажут. Мои дорогие, а что дальше? Ваша карта. Я всегда говорю, Скорпионы – это маги. Планеты-управители ваши настолько по энергетике противоположные, ну как и Марс, и Плутон. Так вот, вам приходится в этих энергиях уравновешивать совершенно разные энергии внутри себя. По этой карте, как и нет ничего невозможного, по этой карте так и у нас полная реализация. А если мы еще говорим, подводя итог, и что дальше, здесь у нас 21-й старший аркан, и я много сказала по этой карте, а здесь у нас, посмотрите, карта алхимика, первый старший аркан. Так вот, продолжение, мои дорогие, следует. Мы словно подведем какой-то итог. И еще какая-то новая фаза, ведь мы ведь этой карты рассматривали где-то до конца 23-го года, 24-й в самом начале. И снова какая-то новая история, совершенно другим качеством жизни, когда нет ничего невозможного. Карта алхимика, карта мага и прекрасные перспективы дальше. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы и скорпионши, и будьте счастливы. Счастливы по-настоящему, счастливы от души, чтобы у вас все получалось.